Привет! Сегодня рассмотрим способы и возможности записи готовых композиций или отдельных музыкальных фрагментов. Затронем возможности постобработки и узнаем плюсы работы на студии. Погнали! Для начала определяемся, с чего мы будем записывать трек. Будут ли это различные приставки, наличие у них Pro-мода для удобной коммутации, или вовсе обойдемся только ноутбуком или компьютером. Вариантов много. Подробнее узнать про звучание игрушек и эмуляторов вы можете, посмотрев видео, с чего играть чиптюн, а мы для начала узнаем самый простой и комфортный способ записи — использовать эмулятор BGB. Когда ваша композиция полностью прописана или структурирована в режиме Song и Live, нам остается только забэкапить ROM Save файл, открыть эмулятор и заглянуть в настройки программы с помощью клавиши F11. Определяемся с параметрами во вкладке Sound. Ничего сложного тут нет и специализированных знаний на данном этапе не потребуется. Нам доступна запись трека в мастер-файл, а также возможность поканальной записи, что отлично подходит для последующей обработки. Какие перспективы такой способ нам открывает, рассмотрим чуть позже, а пока ставим галочки File Writer, проигрываем трек, убираем галочки. Та-дам! Тюн готов! Вы молодец! Похвалите себя! Конвертируем в приемлемый для вас аудиоформат и пишем друзьям. Зацени демку. Конечно, это далеко не все операции, но все зависит от вашей задачи. Готовите ли вы релиз для широкой аудитории или накидываете аккомпанемент для личного использования, а от этого зависит, какие этапы работы со звуком необходимо проделать. Для начала такой способ кажется мне оптимальным, быстрым и удобным. Более классический в музыкальном плане подход — это запись звука напрямую с карманной приставки. Выбираем игрушку, если у вас есть из чего выбирать, и организуем рабочее пространство. Не обязательно иметь мощную технику, все необходимое легко может оказаться у вас под рукой. Вопрос программы, в которую будет происходить запись. Тут уж на вкус и цвет выбирать можно бесконечно. Существует просто колоссальное количество аудиоредакторов, DAW и студий, которые подойдут нам для комфортной работы. Отстраиваем уровень громкости, записываем композицию. В отличие от эмулятора, если необходимо сделать поканальную запись для последующей обработки, то придется проиграть все каналы отдельно. Это займет некоторое время, и после записи придется сводить дорожки, чтобы они не разъезжались. Рекомендую заранее сделать такт с отчетом по всей линии в Song режиме, используя короткие сигналы. Это поможет визуально облегчить последующую синхронизацию всей композиции. А для более качественной записи, по возможности, рекомендую использовать предусиление и эквализацию в связке до ноутбука или внешний аудиоинтерфейс. Плюсы использования реальных игрушек индивидуальны. Выглядите true, звучите интересно, да и к тому же нам открывается простор использования аудиотехники и создания собственной звуковой картины. Кому-то очень нравится побочный шум реальных приставок во время записи, а иногда это совершенно неуместно. Тут учтите, что многоканальная запись умножает побочные сигналы, так что будьте готовы к последующей обработке. По факту принцип записи аналогичен работе с эмулятором, но есть перспективы для поиска собственного звучания. Можно использовать различные версии приставок, наличие модов и связки сторонних принимающих, усиливающих устройств и их эффектов. Ну а если вам нравится портативность и автономность карманных приставок и к записи вы бы хотели подходить компактно, то тут тоже есть много вариантов. Самым простым, мне кажется, в использовании это рекордер или диктофон. Широкий рынок техники, рекордеры бывают оснащены джеками, портами и выходами на все случаи жизни и практически для любого аудиооборудования. Все опять же зависит от вашего устройства записи, используемого вами моддинга и коммутации. Для наших целей подойдут самые простые, лишь бы была возможность записи в линию. Отстраиваем громкость, проигрываем трек. Вуаля! Более современная возможность записи трека — автономный микшер с питанием напрямую от телефона или с использованием пауэрбэнка. Их весьма много на данный момент и для различных устройств. Обращайте внимание на возможность записи в стерео и смело приобретайте стильный гаджет. Такие устройства помогут записывать свои треки где угодно и отыграть целый сет, например, на природе без дополнительного электричества. А это прям-таки очень приятная возможность вне дома. Если уж совсем все странно с домашним выбором, то можно использовать вашу замечательную видеокамеру, если она умеет возможность записи звука с внешнего устройства и не сильно его искажает. Продумываем коммутацию, записываем трек в видеорежиме, удаляем картинку, конвертируем в аудиоформат и вуаля, трек готов. Теперь обсудим возможности постобработки. Когда наш трек или мультитрек записан, можем внести изменения в звучание, добавить такт необходимых низких частот для ритм-секции, сделать звук более грубым, мягким, сильным, акцентировать его в некоторых моментах, накидать эквализацию
композицию, паранормирование и изменить общую картину звуковыми эффектами. К тому же можно выйти за рамки привычного чиптюна с ограниченным количеством каналов, использовать инструменты, голос или замутить отличный чип-брейк в связке с драм-машиной. Простор для творчества бесконечен, от создания сэмпл-паков до серьезных произведений. Работа со звуком — это интересная и настоящая профессия в музыкальной индустрии. Развивайтесь, экспериментируйте, и у вас точно все получится. Буду очень рад слышать новые имена на отечественной и не только пиу-пиу сцене. Пишите, слушайте хорошую музыку. Пока-пока!